Всем привет, друзья мои! Рад приветствовать всех на моем канале. Сегодня будет интересная тема. Поговорим мы о лазерной гравировке на коже, о проблемах, вообще что такое лазерная гравировка. Основной вопрос, который мы сегодня будем решать, это как избавиться от сажи, которая остается после гравировки на коже. Лазерная гравировка — это по сути мы лазером сжигаем верхний слой кожи, и на этом месте остается пепел, то бишь сажа. Вот. И эта сажа, когда ее ничем практически с кожи убрать нельзя, с чистой кожи убрать нельзя, без каких-либо боков. Ну, она кисточкой, она размазывается. В общем, я слышал, что люди стирают, вплоть до того, что люди стирают кожу, в прямом смысле этого слова, в воде, чтобы избавиться от этой сажи. Значит, очень долго искали мы ходы и выходы. Я как бы нашел один из способов, как от этого уйти, и сегодня постараюсь вам это рассказать. Сегодня возьмем 5 типов кожи. Они все отличаются по цвету и все отличаются по своим свойствам. Значит, первый тип — это у нас краст с эффектом pull-up и с финишным покрытием. Вот. Второй вариант — это тоже краст, тоже с финишным покрытием, но очень маркое покрытие, то есть оно очень сильно пачкается, и плюс оно светлое. Вот это, с этой кожей будет больше всего проблем у нас, но зато на нем будет видна гравировка. Дальше, третий тип кожи — это у нас краст без финиша, то есть после гравировки нужно будет его еще чем-то обрабатывать, и поэтому нам однозначно нужно убирать эту сажу, иначе оно все размажется и ужасно будет выглядеть. Дальше, следующий кусок — это у нас юфть. Юфть тоже без финиша, тоже обрабатывать, они чем-то пересекаются, эти вот две кожи. Вот. И пятый вариант — это самый проблемный, но самый часто используемый вид кожи. Люди, мастера, гравируют на ней все, что только можно. Это Crazy Horse. Всеми любимый или нелюбимый, короче говоря, крейзик есть крейзик. Самый проблемный вид кожи для гравировки. Для моего способа гравировки по коже я использую малярный скотч. Самый обычный малярный скотч. Конечно, желательно брать достаточно хорошего качества, чтобы он хорошо клеился. Потому что кожа, такой материал, нежелательно, чтобы в процессе малярный скотч отклеился от кожи. Иначе ничего у нас не получится. Берем скотч и наклеиваем на место, где у нас будет на место гравировки. Перед этим кожу, конечно, желательно протереть, чтобы скотч хорошо приклеился. Ну вот здесь хорошо видно, что скотч приклеился к этому типу кожи очень неплохо. Дальше все это проделываем со всеми остальными видами кожи. Так, с крейзиком все то же самое. Единственное, что его хорошо очень нужно протереть тряпочкой, потому что сама по себе кожа очень жирная. Вот, и у скотча есть все возможности отлипнуть в процессе работы гравировки. Вот, но тем не менее, смотрите, видите, он нормально приклеивается даже к крейзи. Вот так. Итак, все, вот мы. Все. Итак, мы подготовили 5 видов кож. Сейчас мы переходим на лазерный гравер. Ну что ж, перешли к лазерному граверу. Выбрали, к примеру, вот такую картинку, несложную, неопределенную, скажем так. И будем ее наносить на наши образцы кожи.
Так, такая картинка у нас получается. Вот. То же самое проделываем со всеми остальными кожами, чтобы потом покажу, что делать с этим дальше. Пока отставляем в сторону и на всех остальных образцах делаем то же самое. Так, и сейчас для уверенности еще на одном Crazy Horse, ну, какую-нибудь побольше картинку возьмем, побольше и посложнее, чтобы было, вот, допустим, слово ковбой. Так, и вот на этом кусочке сейчас попробуем его нарисовать. Итак, готовы наши рисунки. Ну, тут, конечно, такая вот надпись, достаточно большая. Сейчас посмотрим, как она превратится в еще красивее. Значит, это у нас Crazy Horse. Итак, что мы имеем? А имеем мы следующее. Значит, 5 вариантов кожи, одинаковый рисунок, и на Crazy Horse еще я добавил достаточно приличный такой большой рисунок. Что мы делаем дальше? А дальше мы берем кисточку, вот такую, она достаточно жесткая, вот, и выбиваем всю сажу с этого рисунка. Видите? Скотч, ну, это же по сути бумага, малярный скотч, он покрывается такой дымкой. Это все сажа, которая без скотча попала бы на кожу, и из кожи ее вытащить не представлялось бы никакой возможности. Так. Здесь то же самое делаем. Эту операцию проделываем на всех рисунках. На этой коже особо хорошо было бы видно, как бы она испачкалась. И хорошо. Тут сажи гораздо больше, конечно, видите? Смотрите, как сразу бумага испачкалась. И все как следует вычищаем. Если хорошо приклеен скотч, то он в принципе никуда не девается. Даже с Crazy Horse, видите, щетка, ну, кисточка достаточно такая плотная, видите, она даже не гнется. То есть она очень плотная. Но она не сдирает этот скотч, что нам, в общем-то, и нужно. Так, один этап завершен. В принципе, на этом этапе, может быть, кому-то этого будет достаточно вполне. То есть, ну вот, пробный вариант берем, вот тоже я его уже почухал. Вот, это крейзик. Значит, мы его отлепляем. Берем волшебную тряпочку. У него такая вот штучка есть. Все. Возможно. Как бы показать? О! Возможно, кому-то такого результата будет достаточно. Ну, давайте посмотрим все в конце. Значит, вот это вот у нас необработанный. Так. Значит, вот этот кусочек у нас необработанный.
просто выжгли, чуканули и оставили, как оно есть. Но я предлагаю делать следующее с этими рисунками. Чтобы этот рисунок, эта гравировка имела достойный вид, нужно нанести финиш на нее обязательно, какой-либо. То есть, у меня, допустим, для этих целей я использую токанол. Вот мы берем и затерли прямо по бумажке. Посмотрим, что получится. Любой финиш, он, во-первых, придаст контраст вашему рисунку, надписи там, я не знаю. А во-вторых, он не даст той золе, которая осталась, не даст расползаться дальше. Всю золу убрать кисточкой практически невозможно. Все равно останется какая-то пыль. И эта пыль, вот я даже сейчас промазываю, она все равно расползается по бумажке. Чтобы этого не было, нужен финиш, который закрепит это дело. Так, смотрим, чтобы финиш зашел во все краешки. Так, есть такое дело. Все, ждем, чуть-чуть подождем, пока оно прихватится. Еще чуть-чуть. Волшебный сликер. Затираем это дело. С этой кожей всегда какие-то проблемы возникают. Она такая капризная. Посмотрим. Я много раз на ней выжигал. В принципе, были моменты там, где я запарывал что-то, косячил, но будем надеяться, что сейчас все будет хорошо. Так. Токанол, конечно, для этих целей достаточно дорогое удовольствие, но хотя тут его капелюшка нужна. При желании вот такие большие рисунки можно доводить до какого-то нереального блеска с помощью токанола. В общем, это у каждого свои тараканы, как это все может происходить. Наша цель заключается в том, чтобы не запачкать кожу, чтобы даже никакой возможности не было у сажи попасть на кожу. Так, значит, это предпоследний этап. Сейчас мы снимаем малярный скотч, смотрим, что у нас получилось. Так. Волшебная тряпочка творит чудеса. Раз. Самая противная кожа, видите, какой кайф. Идеально просто. Видите, я размазываю, не размазываю, все.
Рисунок просто врезался. Просто супер. Но вот этот контур, не обращайте внимания, это тонкая линия, ее нужно было отменить, я не отменил. Так, следующий. Бывает, что что-то остается, можно шильцем это дело скотч этот убрать. Я неаккуратно снял. Но... Все. Так, это у нас без финиша. Так. Чем аккуратнее вы будете снимать скотч, тем меньше вам придется отклеивать его вручную, как сейчас. Дернул. Такс. Ох и коллеги, а? Ох и кожа. Супер кожа. Жирная. Но зато она имеет свойство возвращаться в первоначальный вид легким движением тряпочки. Так. Ну и ковбоя отклеиваем. Тоже Crazy Horse ковбой. Помним, да? Так. Такс. Ну вот, впереди, значит, приступаем к следующему этапу, завершающему. Я, скажем, использую воск на основе пчелиного. Раз. Он убирает все вот эти полосочки, которые тут могли остаться. Тут он бесполезен, но тем не менее. Так, ну что, теперь смотрим результат. Вот в такой последовательности они у нас стояли. Сейчас камеру возьмем в руки и посмотрим, что у нас получилось. Итак, смотрим, что у нас получилось. Так. Это у нас краст с финишем блескуче. Такой вот результат. Никакой, в общем, мусора, пепла, сажи нет никакого. Вот самая такая проблемная кожа. Значит, краст, он очень маркий, пачкается. Но, как видим, идеально. Просто идеально. Дальше краст без финиша. Но мы его уже финишнули немножко. Результат превосходный. Дальше. Это юфть. Она более темная. После воска особенно. Но зато цвет получается
просто прекрасный, на мой взгляд, такой глубокий. Вот. Дальше идем. Это у нас Crazy. Такой вот результат на Crazy. Довольно неплохо. И, собственно говоря, ковбой. Ковбой получился прекрасно. Но, скажу вам так, в общем, способ отличный для того, чтобы убрать сажу с кожи. Но вы должны помнить, что чем темнее кожа, тем хуже будет виден рисунок на ней. То есть, вот этот Crazy, он такой темно-коричневый. На нем только под углом что-то видно. Но, тем не менее, результат отличный. Здесь видно хорошо. Здесь видно идеально. Итак, я надеюсь, это видео было кому-то полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои варианты. Может быть, у кого-то есть еще какие-то варианты избавиться от сажи на коже после гравировки лазерной. Так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч.